интересно, как это дерево смогло вырасти на стене форта, когда до земли минимум 5 метров. Местный парикмахер, конечно, просто красавчик. Молодежь сидит на городских стенах и смотрит, как состоятельные люди играют в гольф. Зазывают в клуб. Я не поддамся на этот развод. Массаж? Yes, sir. Massage. Do you want massage? Вич массаж. Секс-массаж. I sex massage. No sex massage. Здесь нужно очень осторожно ходить по темным улицам и смотреть под ноги, потому что есть риск на кого-нибудь наступить. Я в аэропорту Манилы уже получил свой багаж и направляюсь на знакомство с этим прекрасным городом. Но сперва мне нужно добраться до моего отеля. Пойду смотреть, где и как можно это сделать. Полицейские здесь очень приветливые здесь охранники. Мало того, что камеру не заставили выключить, так еще это сказали привет. Сразу чувствуется, что приехал на юг, хотя я приехал из Шанхая, где достаточно тепло. А здесь просто жара, градусов 30. Манила встретила жарой. Было уже около 10 вечера, а воздух оставался плотным, как будто день не спешил уходить. Из окна такси редкие огни, ночные палатки, контуры бухты. Город сразу показал обе стороны, и блеск витрин, и пустые ступени, на которых кто-то устроил ночлег. Такси от аэропорта до отеля вышло мне в 375 песо или $6,5. То есть цены такси здесь почти такие же, как в Узбекистане. Утром я вышел на улицу пораньше, почти не успев привыкнуть к влажному воздуху, и договорился с извозчиком. Его карета прокатила меня к Интрамуросу, старому городу внутри стен, и остановилась у форта Сантьяго. Прокатиться на такой карете стоит 500 песо или $8 каждые 30 минут. Ну, мне 30 минут вполне хватило. Сейчас пойдем посмотрим главную достопримечательность Манилы – форт Сантьяго. Придется постоять немножко в очереди за билетами. Билет в парк стоит 75 песо или $1,5. Испанская крепость, когда-то охранявшая устье реки Пасиг, сегодня одно из самых важных исторических мест Манилы. На территории форта есть небольшая часовня. Здесь перед казнью держали Хосе Рисаля, национального героя Филиппин. Во дворе бронзовые следы, отмечающие его последний путь. Рядом музей-святилище с рукописями и личными вещами. А сейчас мы с вами посмотрим на форт с высоты его стен. Пешеходная часть стены резко закончилась. Дальше кто как может. Вот интересно, как это дерево смогло вырасти на стене форта, когда до земли минимум 5 метров, а то и 10. Именно отсюда, в декабре 1896 года, Рисаля проводили к Бугумбаньяну, где он встретил рассвет уже под залп роты. Его знаменитое стихотворение «Mi ultimo adios», в переводе с испанского «Мое последнее прощай», он спрятал в лампу. Так рукопись попала к семье. Рисаль был врачом, писателем и ученым. Говорил более чем на 10 языках и верил, что образование может освободить народ. Его казнь в 1896 году стала началом революции.
Возле форта Сантьяго находится театр Раджи Сулеймана, последнего мусульманского правителя Филиппин. У нас начался тропический душ. Нужно срочно искать укрытие. Кроны местных деревьев настолько развесистые, что под ними легко можно укрыться от любого ливня. Суровое эхо войны. Возле входа в форт есть несколько кафе, где можно отдохнуть, перекусить, что-нибудь выпить и просто расслабиться. Несмотря на то, что сейчас такая довольно пасмурная погода, на улице очень жарко, градусов 30 минимум. Форт Сантьяго находится в историческом центре Манилы, который называется Интрамурос. И сейчас я иду прогуляться по его старинным улочкам. Сразу же от форта выходим к кафедральному собору Манилы. От крепости дорога ведет к кафедральному собору Манилы, официально малой базилике непорочного зачатия. Первую церковь поставили в 1581 году. Нынешний храм, уже 8-й по счету, завершен в 1958 году после войны. В его стенах служили папа Павел VI, Иоанн Павел II и папа Франциск. Для местной церкви это знаки особого внимания. А здесь небольшой музей кафедрального собора Манилы. Сейчас попробуем местный кокосовый сок. Стоит 20 песо, это около 30 центов. Приятный вкус, но очень сладкий. Местные женщины не любят гулять под открытым солнцем, поэтому часто берут с собой на прогулку зонтики. Интрамурос хранит и более тяжелую память. В феврале-марте 1945 года здесь шли одни из самых разрушительных боев Тихоокеанской войны. Погибло свыше 100 тысяч мирных жителей. Внутри стен сегодня стоит мемориал «Меморара Манила» 1945 года. Тихое место, где город вспоминает своих погибших. А здесь уже начинает разворачиваться небольшая ярмарка. Гуляя по старым улочкам города, выходим к еще одной достопримечательности Манилы, к церкви Святого Августина. Церковь Святого Августина. Каменный храм 1607 года. Его потолок расписан в технике трамплёй, живописью, которая выглядит как резная лепнина. Храм входит в список ЮНЕСКО как часть ансамбля «Филиппинские барочные церкви». Только посмотрите на эту паутину проводов, как в них вообще можно разобраться. Кстати, что-то подобное я видел в Индии, в Мумбаи. Чтобы дать ногам немного отдохнуть, я зашел на местный массаж. Стоит массаж ног 250 песо. Местный парикмахер, конечно, просто красавчик. Вот теперь другое дело. Идти намного легче. Сейчас я вышел за стены старого города и иду к такой очень интересной достопримечательности, очень необычной для филиппинцев, но близкой русскому человеку. Выйдя за стены, я оказался среди символов более поздней истории. В Механгарден, рядом с городским залом и университетом Манилы, стоит памятник Александру Пушкину. Знак культурного диалога между Россией и Филиппинами. Скульптура установлена в 2010 году. Так, барабанная дробь. Памятник великому российскому писателю Александру Сергеевичу Пушкину на Филиппинах, в Маниле. Никогда еще не приходилось видеть Александра Сергеевича на фоне пальм. Кстати, вход на территорию этого парка закрыт. Пришлось договариваться с охраной. Я сказал, что я из России, и меня кое-как пропустили. От Александра Сергеевича, я думаю, нужно вернуться назад в старый город. Как вы думаете, что это? Все верно. Это фрагмент Берлинской стены, который был подарен в 2014 году Берлином филиппинцам в знак дружбы и уважения демократических ценностей. Фрагмент Берлинской стены стоит на площади Бонифасио, отца филиппинской революции.
посмотрим, как выглядит подземный переход в Маниле. В переходах здесь достаточно чисто, все освещено, красивые рисунки. В общем, неплохо. Возле стен старого города находится гольф-клуб. Молодежь сидит на городских стенах и смотрит, как состоятельные люди играют в гольф. Рвы вокруг Интрамуруса в американский период частично засыпали, и их место заняло поле Интрамурус Гольф-Курс, парадоксальный сосед для средневековых стен. А здесь, прямо возле городских стен, находится университет Манилы. Рядом кампусы. От муниципальной университет де Манила, Механгарден, до университета Филиппин в районе Эрмита, где действует крупнейшая в стране университетская клиника Филиппин General Hospital. Город одновременно учится и играет, и это хорошо видно буквально с одного перекрестка. На площади памятники Ниною и Корасон Акину. Ниной был главным оппонентом диктатора Маркоса. Его убийство в 1983 году стало искрой, поднявшей миллионы. Корасон возглавила революцию народной власти и в 1986 году свергла режим, став первой женщиной президентом страны. Их фигуры рядом. Напоминание, что народ способен победить, даже против системы. Ниной Акино был ярым критиком президента Маккино, в результате чего был убит в аэропорту Манилы в 1983 году. А сейчас я вышел к крупнейшему парку Филиппин – парк Ризаля. Парк Рисаля – историческое сердце столицы. Здесь покоятся останки Рисаля у подножия обелиска. В тени деревьев устроены китайские и японские сады. Зеленые уголки для передышки посреди шумного города. Сегодня сюда приходят семьями гулять по аллеям и отдыхать у прудов. Но история этого места куда глубже. Именно здесь, на плацу Багумбаньян, в 1896 году был расстрелян Хосе Рисаль. Его смерть стала символом борьбы за независимость. Харе Кришна, Харе Кришна! Кришнаиды пошли дальше гулять по парку и петь, а мне нужно идти смотреть местные достопримечательности. В общем парке есть небольшой китайский садик. А справа от парка начинается такой не совсем благоприятный район. По дороге я снова увидел оборотную сторону Манилы. Люди, спящие под открытым небом. Тесные кварталы, где один киоск и рынок, и кухня. Чем-то напоминает Афины. Правда, здесь нет наркоманов. Эти люди просто бедняки. Я опять завернул в парк, чтобы взять что-нибудь перекусить. Вот, взял манго. 100 песо. Или $1,5. К вечеру я встретил закат на Бэйвок и пошел в сторону Ремедиус Сёркл в Малатте, круглой площади, которая давно стала эпицентром ночной жизни. Ну что, пришла пора познакомиться с ночной жизнью Манилы. Здесь многолюдно, открыты бары, встречается разная публика. Место известное как точка встреч ЛГБТ-сообщества. Отмечу важное. Проституция на Филиппинах незаконна, а торговля людьми карается специальными законами. Тем не менее, нелегальная индустрия существует, и власти ведут с ней борьбу. Трансы снимают себе кавалеров. Пришло время сделать небольшой перерыв между нашими прогулками, перекусить и покурить кальян. Не знаю, или они специальные приборы не дали. Здесь принтер руками есть, ну, короче, кушаем руками. На улицах Манилы полно разных веселительных заведений, куда вас зазывают толпы симпатичных девушек. Но девчонки здесь немного стеснительны, когда видят камеру, сразу начинают отворачиваться. Зазывают в клуб. Я не поддамся на этот развод. Вот еще одна. Для любителей перекусить ночью здесь полно уличных кафе.
How is your life? How's your life now? Good. Good life, yeah. You live here, yeah? You live here on the street or? Yeah. Oh, it's your house. No, she's joking. I was joking. Кольцо Ремедоус. Здесь находится эпицентр ночной жизни Манилы. Ориентиром служит высотка с белыми, синими и желтыми полосками. А вот там виднеется мой Армада отель. Получается, я живу в 5 минутах ходьбы от центра ночной жизни города. К сожалению, в местных клубах снимать внутри нельзя, но атмосфера там просто супер. Уже несколько человек, включая полицейских, предупредили меня, что нужно быть осторожным, особенно в этом месте. На самом деле здесь все спокойно, просто тут на улице живет много бездомных. Сейчас попробуем местный массаж. Массаж императора в 4 руки. Стоит такой массаж 1600 песо или около 25 долларов. Немного отдохнем в комнате для гостей. Сейчас 2 часа ночи, а ночная жизнь и не думает затихать. Массаж? Yes, sir. Massage. You want massage? Which массаж? Ah, Секс-массаж. I sex massage. No sex massage. Здесь нужно очень осторожно ходить по темным улицам и смотреть под ноги, потому что есть риск на кого-нибудь наступить. Но даже несмотря на то, что они спят на улице под открытым небом, выглядят они намного веселее, чем люди в московском метро. С утра эти улицы просто не узнать. Совсем другой город. Куда делись девчонки и зазывалы? Остались только продуктовые магазины. А мне сейчас нужно поменять деньги. К счастью, обменные пункты работают круглосуточно и находятся на каждом углу. Пополнил свои запасы, теперь можно идти гулять дальше. Только казино здесь светится и зазывает гостей круглосуточно. Сейчас берем местного рикшу и едем кататься по городу. Едем с ветерком. Я сел в моторикшу, местный трицикл, и поехал в Бинондо, самый старый в мире Чайна-таун, основанный испанцами в 1594 году, как поселение для крещенных китайцев. Сейчас езжаем в местный Чайна-таун. Здесь лучше всего чувствуется смешение культур. В лавках с травами, в лапше на углу и в разговорах на смеси хакка, хокьен, тагальского и английского. Сейчас мы приехали на крупнейший рынок Манилы, Дивизория Молл. Чуть севернее тянется Дивисория, гигантский рынок и фабрика дешевых вещей, оптовые ряды, тележки, звон монет. Сюда приезжают за всем, от тканей до электроники. Как всегда, не могу уйти с рынка без покупки. Вот купил себе местные носки. 3 пары, 50 песо или $1. Рынок не сильно отличается от барахолок, которые есть по всему миру. Вот теперь гулять под палящим филиппинским солнцем будет намного приятнее. А здесь небольшой рыбный рынок. Прикольный банан. Стоит такой банан 20 песо или 40 центов. А сейчас я вышел с рынка и иду по улицам квартала Бинондо. По автосалону уже сразу понятно, что это за квартал. В центре Бинондо стоит его главный храм – базилика Святилища Святого Лоренцо Руиса, чаще просто Бинондо церковь. Основанный в 1596 году доминиканцами, он не раз перестраивался. Нынешний гранитный фасад относится к 19 веку. Во Второй мировой церковь практически разрушили. Уцелели только западный фасад и характерная восьмигранная китайская колокольня.
одна из визитных карточек района. Признаюсь честно, я видел много католических церквей, но такую я вижу впервые. Тем более я нашел здесь орган. Не знаю, что это за фрукт, но я взял попробовать. На вкус как манго, но не манго. Есть можно. В Чайна-тауне есть еще один католический собор. Сейчас из Чайна-таун иду в обычные районы Манилы через местную реку. К вечеру я вернулся к воде. На доломитовый пляж вдоль Ропсас-бульвара. Это искусственная полоса светлого песка, часть программы оздоровления Манильской бухты. Спорный, но популярный проект. Люди приходят сюда встречать закат, фотографировать небо и медленный свет фар вдоль набережной. За все дни, что я здесь, я еще ни разу не ходил к океану. И вот, наконец, пришло время. Вода очень теплая, но почему-то никто не купается. Может быть, потому что она очень грязная. Еще на пляже здесь нету песка. Просто какой-то щебень и крошка. Этот камень поставлен в честь строительства пляжа Доломит, если правильно прочитал. Строительство пляжа было закончено в 2022 году. Значит, пляж все-таки уже готов. Но почему-то здесь все равно никто не купается. Скорее всего, еще нужно очистить залив, потому что он очень грязный. После захода солнца пляж резко опустел. Все люди куда-то сразу встали и ушли. Вон там охранники с громкоговорителями кричат, чтобы все покинули пляж. Видно, здесь находиться можно только во время заката. Кстати, я заметил, в южных регионах людей, которые занимаются спортом на улице, намного больше. Здесь просто толпы разных бегунов. Домой я уезжал в серебристом джипне, той самой маршрутке, рожденной из списанных американских джипов после Второй мировой и ставшей символом города. Ну и напоследок прокатимся на местном джипе. Проезд стоит 13 песо, это меньше 10 центов. Несмотря на то, что здесь творится ночью на улицах, гулять здесь абсолютно безопасно. Полиция работает как надо, люди приветливые, хоть и немного навязчивые. Наркоты на улицах нет. Главное следить за карманами, потому что здесь очень много карманников. Вот и подошла к концу наша поездка в Манилу. Город оставляет только приятные впечатления. Скажем спасибо этому месту и погнали дальше открывать Азию. Манила не притворяется. Здесь средневековые стены соседствуют с полем для гольфа. Рядом с фрагментом Берлинской стены стоит памятник борцам за независимость. А в нескольких кварталах университетская больница и кварталы, где жизнь идет буквально на тротуаре. Контрасты не мешают городу быть живым. Возможно, в этом и есть прелесть Манилы.